Всем привет! Друзья, хочу сказать спасибо за то, что вы с нами. В этом видео мы покажем, как мы паяли медную трубу. Труба уже была изготовлена, сделана вручную и разрезана, но она не лежала на плоскости, и в местах реза были большие щели. Трубу нам дали на пайку, посмотрим, что же из этого получилось. Мы замерим угол трубы, чтобы выставить тот же при начале пайки. Также мы разметим края трубы и спилим наиболее выступающие места. Сделаем примыкание двух труб более ровными и уменьшим щели. Для пайки нам понадобится 209 флюс, медно-фосфористый припой, титановая палочка, зажим или пинцет, кисточка и емкость для размешивания флюса. Разведем флюс с водой. Мы используем 209 флюс. Основной областью применения является работа с припоями на основе меди и серебра. Припой мы используем медно-фосфористый, который отлично подходит для работы с медью. С помощью кисти нанесем разведенный флюс на место будущей пайки. Греем трубу в месте пайки, и когда заготовка достаточно нагрелась, начинаем плавить припой. Используем титановую палочку для того, чтобы направить припой или убрать его излишки. С помощью молотка можно подровнять стыки труб. Так как мы не смогли избежать щелей при стыковке труб, вырезаем вставки из медного листа и подгоняем их под размер зазора в трубе.
После того, как все стыки пропаяны, зачищаем места пайки. Это можно сделать разными способами. С помощью лепесткового круга, виброшлиф машинки или же просто вручную с помощью наждачной шкурки. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, подпишитесь, пожалуйста, на наш канал. Также ждем ваши пожелания в комментариях.